Всем привет, народ! Честно, я хотел снять обзор на данную игру, когда уже полностью ее пройду. Но так вышло, что, к сожалению, меня не хватило на то, чтобы полностью ее пройти. Тем не менее, я достаточно знаю, чтобы максимально объективно рассказать вам про данную игру. Во-первых, начнем с того, что игру сделали 5 человек с минимальным бюджетом всего за 2 года. Почему же данная игра стала хитом? Ведь на рынке выживалок до хера и больше. Есть и графонистые, и сложные, и интересные. Но именно Valheim собрал быстрый успех за короткий период времени. Самое первое, что хочется отметить, данная игра весит плюс-минус гиг и не требует от игрока какого-то мощного железа. Хотя должен отметить, что и стримеры, и я отмечают, что во время стримов игра может некорректно себя вести. Но в целом я скажу, что на слабых ПК она правда ведет себя достойно. Как вы могли заметить, графон в данной игре срань полная. Ну и тут давайте все разберем по частям. Пиксельные текстуры, мыльная картинка — это все напоминает мне мой 2007 год, когда я впервые проходил Готику 1 и 2. Но должен отметить, что в данной игре проведена потрясающая работа со светом и тенями. Так при посещении разных биомов освещение меняется, что, конечно, придает атмосферу всей игре. И даже эти пиксельные текстуры выглядят более терпимо. Что в данной игре сюжетом? Играем мы за павшего в бою викинга, который вместо того, чтобы попасть в Вальхалу, угодил в данный мир, Вальхейм, где держат опасных чудовищ. Самые могучие из них настолько сильны, что сам Один опасается их. Так что наша задача — одержать победу над этими 5 существами. Как вы понимаете, нельзя пробежать за 5 минут всю карту и всех убить. Каждому из боссов вам нужно подготовиться, потому что некоторые из них и вправду могут потрепать вам нервы. И тут мы переходим к следующему пункту — это геймплей. Что касается самого геймплея, они сделали очень круто. Всю игру, по сути, можно поделить на 5 этапов. Эти этапы потратят 100 плюс часов вашего времени. Весьма неплохо для игры, которую сделали 5 человек. Так вот, на каждом из этапов у вас будут разные задачи. В одном сделать броню из кожи, в другом построить печи и сделать первые бронзовые инструменты. В третьем сделать себе железную броню и пару полезных напитков. И так далее. Все эти процессы развития происходят в разных биомах, что приятно способствует на восприятие игры. Однако, кто посещает мои стримы, прекрасно знают, как я возненавидел такой биом, как болото. Все дело в том, что для того, чтобы найти кого-либо из боссов, вам нужно найти рунный камень, который будет показывать на карте, где именно искать босса. Пробежать всю карту и найти его самому нереально, потому что можно случайно залететь не на тот биом, и игра ударит вас тапком, чтобы вы знали свое место. Поэтому приходится рейдить подземелья на болотах. Ну знали бы вы, сколько боли они мне принесли. Но... Ты все равно не поймешь. Почему? Может, пойму. Не знаю, там типа страшилка такая, там типа надо камеры чекать, чтобы типа... Пиздец. Прикинь? Нет, еще жив. А, у тебя вижу одно хп У осталось. меня 4 хп. Все. Просто... Блять, ну что ж такое-то? Ну почему не получается? А, вижу, сдох. Ну прямо вот, ну это пиздец. Иди на бой. Куда ты ушел-то? Сейчас надо блокнуть его. Блять, у них же этот здесь еще. Серьезно? Посмотри, где я сдох. 6 хп, 6 хп. Нет, 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 сдох. Написал. Да нет, вроде как. Нельзя. Так, это не копается. Блять. Откуда он слез? И кто это вообще был? Но в целом гринд ресурсов в данной игре сделан терпимо. Теперь вам не нужно фармить 100 тысяч непонятного материала для того, чтобы сделать просто броню. Также вы можете попытаться ускорить процесс добычи ресурсов путем создания телеги, в которую вы будете грузить разнообразные материалы и транспортировать их на базу. А что у нас со строительством? Тут все достаточно достойно. Строительство не является нудным процессом, однако имеет свои небольшие подводные камни. Хотя, как по мне, это наоборот ее плюс. Что же это за камни? В данной игре есть физика. То есть вы не сможете построить дом в небе и провести к нему лестницу. Для подобной постройки вам придется строить опоры, которые смогут удержать на себе всю эту конструкцию. В противном случае это все просто-напросто рухнет. Также стоит отметить, что в данную игру безумно круто вписались такие фишечки, как износ строения. Допустим, у вас есть дом, но нет крыши, или же как-то она неправильно стоит, то в этом случае во время дождя у вас будут изнашиваться стены, пол, и это все будет приобретать печальный вид. И в конце концов рухнет. И если нагрузить телегу слишком большим объемом ресурсов, ее будет очень тяжело тащить. Если срубленное дерево упадет в воду, то по нему можно будет пробежать, скажем, на другой берег, если он будет близко. Если на начальных этапах пойти в горы, где снег, вы будете замерзать, в конце концов умрете.
И подобные мелочи встречаются на протяжении всей игры. А самое главное, это идеально вписывается в данную игру. Очень круто, что разработчики конкретно сократили время ненужного гринда. А именно, когда вы сломаете верстак, оружие, броню или стену, вам не нужно тратить свое время на то, чтобы собрать ресурсы на восстановление. Абсолютно все ресурсы вернутся к вам в инвентарь. Также в данной игре можно приручить животных. Что самое прикольное, это не такой простой процесс, как может показаться. Вам сначала нужно построить загон, заманить туда кабана, накидать ему ягод и ждать несколько дней, пока он привыкнет и полюбит вас. Также можно выращивать разнообразные растения. В общем, все как по канону жанра. И еще в мире есть торговцы, с которыми можно полноценно торговать. Но, к сожалению, спектр их товаров достаточно мал. Что касательно боссов, тут все сделано хорошо. Каждый из боссов уникален. У него свои скиллы, свои способности, для каждого нужна своя тактика. Однако есть одна очень нехорошая вещь. Это баланс. Потому что одного босса можно убить не напрягаясь, а другого ты будешь проклинать очень долго. Что хочется отметить. С самого начала игра не вызывает у вас отвращения. В том плане, что весьма дружелюбно настроена к игроку. И при этом пытается вас всему научить и все показать. И как только вы захотите расслабиться, игра будет вам ясно давать по лбу тапкам, тем самым давая понять, что ты в этом мире говно, которое должно страдать. А чтобы не страдать, развивайся. Ну и на этом механики игры не заканчиваются. Периодически в данной игре не только вы будете рейдить подземелья и лагеря гоблинов, но и вас будут тоже пытаться зарейдить. Когда я впервые зашел в игру, чтобы вообще посмотреть, что это за игра, меня начали рейдить на второй-третий день. Когда я создал новый мир для стримов, меня долго не рейдили. Я подумал, что игра сломалась и подзабил на это. Поэтому я построил загон с кабанами, поставил ульи и никак это не укрепил. И где-то примерно на 70-й день на меня налетели толпами скелеты, драугры, которые вырезали всех моих свиней, сломали все мои ульи, поэтому будьте аккуратнее и не совершайте моих ошибок. Но как вы понимаете, данная игра не без минусов. И конечно же в ней они есть. Забегая наперед, хочется отметить, что их не так много. Что же мне не понравилось? Во-первых, одно из самых первых, что бесит, в данной игре отсутствие слотов под броню. В ходе игры минимум 5 слотов в инвентаре будет занимать только броня. И хрен бы с ним, если бы было можно расширить инвентарь путем создания какого-то рюкзака, но этого нет, поэтому это однозначно минус. Также нельзя прокопать себе пещеру. Вы можете выкопать себе углубление, но построить пещеру вы не сможете. Надеюсь, что это путем фикса багов это исправят. Рунные камни. Но это субъективно моя проблема. Но тем не менее, меня это безумно задалбливает. То, что мне надо прошерстить целую кучу подземелий, чтобы найти этот рунный камень и прийти к боссу. Также люди сталкиваются с такой проблемой, как потери всего лута при смерти. Лично у меня такого ни разу не было. Хотя от очень многих людей приходилось слышать, что данная проблема имеет место быть. А чтобы вы понимали, из-за этого игрока откидывает на несколько часов игры назад. Допускаю, что это уже пофиксили. Также к минусам могу отнести пустоту локаций. Что я имею в виду? Не хватает больших каких-то данжей, пройдя которые ты получаешь какую-то награду. Нет, в игре есть такие места, но они маленькие. И зачастую это просто заброшенный дом. Не хватает именно больших сооружений, на зачистку которых можно было бы потратить много времени, и при этом иметь шанс получить какую-то годную вещь. Можно, конечно, дальше прикапываться к разным мелочам, но все же это не AAA проект, а значит, что и судить как AAA проект это неправильно. Чем обусловлен успех данной игры? Ну, во-первых, системные требования. Данная игра запустится хоть на говне мамонта. Во-вторых, данная игра не придумывала ничего принципиально нового. В ней нет ничего, чтобы где-то это не встречалось. Просто она взяла в себя те фишки и механики, которые в принципе неплохо смотрятся в игре подобного жанра. Именно поэтому данная игра была просто обречена на успех. Подытожим. На выходе мы имеем весьма достойную игру за свои деньги, которая скрасит ваше времяпрепровождение на 100 плюс часов. Багов как таковых их немного. Самое главное, критичных нет. По крайней мере, я их не встречал. Могу ли я посоветовать данную игру? Безусловно, да. Особенно для игры с друзьями. Если игра так хороша, почему же я ее не прошел до конца? Что делать? Что? Блять, пиздец, я высадился обратно на корабль. Давай. Хорошо, Шустрее. хотя бы по кораблю бьют, а не по тебе. Да, это хорошо. А почему по мне не бьют? Типа то, что я в корабле? Да, разработчики не проработали. Ну, он О! проработал. Какие молодцы, блядь. Меня бы сейчас убили, у меня просто 5 хп. 6. Поешь мясо. Ты максимум там одну курочку снял. Пиздец. Но, к сожалению, у меня еще целая кипа игр, которые надо пройти, осмотреть и рассказать о них. А Вальхейм забирает достаточно много времени для ее полного прохождения. Пишите в комментарии, что вы думаете о данной игре,
Ставьте лайк, если вам понравился данный видос. Ну и, конечно же, не забудь подписаться, чтобы не пропустить очередной шедевр.